Всем привет, меня зовут Ольга. Сегодня у нас нанесение индивидуальное для города Сыктывкар. Это образец будет для кафе, и мы не просто наносим, а мы еще подбираем цвета. Нам нужно имитировать что-то похожее на туман. И я предполагаю, что это будет теплый серый цвет, и еще будет серый такой слегка зеленоватый. Для того, чтобы нанести декоративную штукатурку, а используем мы мармора, на стены, предварительно подготовленные, шпаклеванные и грунтованные, мы наносим праймер одним слоем. Праймер создает однородный цвет стене, придает и блокирует впитываемость штукатурки. Наносим праймер с помощью валика и кисти. В углах мы красим кистью, а все основные стены мы красим валиком. Праймер сохнет в среднем около 4 часов, но учитывая то, что площадь большая, в принципе, окрасили, и там, где вы начали, вы покрасили, а там, где вы закончили, у вас начатое уже подсохло. Ну, то есть по площади надо смотреть. И от влажности зависит высыхание. Оставляем сохнуть и продолжим. Использовать предлагаю цвета. Теплый серый, вот такой, H499. И также к нему добавим зеленоватого цвета X447. Будет также присутствовать белый цвет. Концентрацию мы определим, то есть сколько белого, сколько серого, сколько зеленоватого. После того, как утвердим цвета, мы поймем пропорции, сколько, какого цвета мы будем колеровать для отправки. Мармора, декоративная штукатурка, вот такая эластичная. Обратите внимание, наносится она не толстыми слоями, достаточно тонким слоем. Расход посчитан 700 грамм на квадратный метр. Это примерно вот такой слой. Вот смотрите, вот так вот делать не нужно. Вот так, не надо так делать. Штукатурка не предназначена для таких слоев. Тоненький, вот. Мы нанесем полностью белый, и потом в него вмешаем серые оттенки. Такая эластичная штукатурка, она аналогична венецианской. Стены подготовлены, шпаклеваны. Какие-то небольшие дефекты мармора скроет, небольшие дефекты. Так, вот так у нас белый нанесен тоненько. И сюда прямо вмешаем сейчас серые и зеленые. Немножко зелененького. Вот такой цвет. Вот такой зеленоватый. Вмешиваем, как вы хотите. Какими? Вот такими вот. Вот. Пусть будет так. И сюда же добавим серого. Это зеленоватый. И сюда же добавим, давайте, серого. Немного. Если покажется слишком темно, значит меньше серого и зеленого, значит больше белого. Вот так. И теперь с помощью пленки формируем рисунок. Тонкая пленка. Она продается в строительных магазинах, тоненькая такая. Вот так приложили и руками растягиваем. Сжатый эффект такой. Для того, чтобы снять пленку, нужно подождать пару часиков, чтобы штукатурка за пленкой не оттягивалась, чтобы не было острых краев. Пусть она там немножечко подсохнет слегка, насколько это возможно. Оставляем. Цвета для кафе в городе
Сыктывкар согласованы. Прошло несколько дней, цвета мы согласовали. Если вы видите, то немножко видоизменился цвет, то есть мы сделали цвет более насыщенный и добавили чуть-чуть сюда фиолетового местами. Это все согласовано. Как нанести, мы с вами посмотрели. А теперь, чтобы на нашем канале не повторялись видеоуроки, потому что это нанесение было на нашем канале, давайте подумаем, прошло 10 лет, что мы будем с этим делать? Давайте ее отреставрируем и видоизменим. Я предлагаю добавить сюда золотишко, лазури золотой, вот золотистая лазурь. Мы покроем, например, губочкой или валиком, как неважно, давайте покроем золотишком и дадим ему высохнуть. Сохнет лазурь, так же как акриловые штукатурки и краски, пару часов. На большой стене вам проще будет это сделать валиком. Просто валиком покройте тонкий слой и все. Лазурь золотистая. Кому хочется серебристую, ради бога, можно серебристую. Все, покрыли, оставляем сохнуть. И продолжим. Высохла, лазурь золотистая, блестит она. Посмотрите, как красиво. А теперь мы ее разбавим, как вы думаете, чем? Угадайте. Угадайте, чем? Грота. Давайте поверх нанесем грота. Но только не сплошными, вот такими островками, а вот местами, выборочно. Больше-меньше. И где-то мы оставим совсем чуть-чуть вот так, а где-то сделаем прямо крупные. И у нас будет гротта на таком пленочном фоне. Белое, матовое, на золотистом фоне с эффектом пленки. Немножко дадим подсохнуть и пригладим. Я думаю, что должно быть интересно. Это вам как вариант, когда вы пленку нанесли и потом думаете, как-то бы мне ее видоизменить. Это вот, давайте вот так вот видоизменим. Фантазия безгранична. Немножко подсохнет и пригладим. Сохла немножечко верхушечка у нас, да, штукатурку мы нанесли ляпами и влажной чистой кельмой приглаживаем верха. Вот так. Мы просто реставрируем штукатурку. И у нас под вот этими ляпами пленочный эффект. А теперь вот это еще все можно закрыть лаком, просто обычным матовым лаком. Пусть у нас будет низ у нас золотистый, верхушка матовая, пусть будет так. Кельма чистая, все время протираем, чтобы было гладко, чтобы не было царапин. Смотрите, если будет грязно, то вот такие царапки появляются. Царапки. А нам царапки не нужны, нам надо, чтобы ровненько было вот так. Ждем немножко подсыхания. Снова поправлюсь. Ждем полного высыхания. И дальше покроем лаком. Буквально просто матовым лаком. Когда высохла штукатурка, вот эта гротта, можно еще немножечко кельмой подснять верха. Если где-то торчащие какие-то части. Или просто загладить, может быть. Подчищаем. И можно просто покрыть лаком или воском, базой, прозрачным составом. Вот так вот выглядит воск. Это эмульсия для защиты. Он у нас прозрачный. Белый он только в ведре. В ведре он белый. Но при нанесении и при высыхании состав прозрачный. Покрываем для того, чтобы поверхность можно было мыть без конца. Эти штукатурки, которые вы видите на нашем канале,
И все инструменты, и все защитные средства вы можете приобретать у нас, переходя по ссылкам в описании. Не нужно ничего бегать искать, все можно приобрести у нас. Мы оформляем доставку в любой регион и помогаем выбрать цвета, а также мы все еще снимаем индивидуальные видеоуроки. Все еще снимаем. Хоть и нагрузка, честно говоря, увеличилась, но мы пока справляемся, поэтому смело заказывайте у нас штукатурки. Мы поможем вам и выбрать, и нанести сопровождаем. При нанесении нам наши клиенты звонят, консультируются до победного конца. Все, покрыли и готово. Интересно? Интересно. Была пленка, эффект пленки. Прошло 10 лет, и мы видоизменили нашу штукатурку. Ну, ведь до неузнаваемости, правда? Ну, где-то там видно, что была раньше пленка, но сейчас это совершенно новый образец. Вот то, что было, и то, что стало. Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и приобретать у нас декоративные штукатурки. Всем пока!